Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. И сегодня у меня очередное пополнение. Нанес очередной визит в местный комиссионный магазин и приобрел там вот такую вот банкноту. Это Гонконг, $20, 2009 год. Выпуск банка HSBC Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, крупнейшего банка Гонконга, одного из крупнейших финансовых групп всего Азиатско-Тихоокеанского региона и одного из старейших банков Азии. В связи с необходимостью более активного участия правительства Гонконга в производстве гонконгских долларов, в январе 1996 года было достигнуто соглашение с компанией Томас де ла Ру, это британская компания, одна из крупнейших в мире производителей ценных бумаг, о покупке ее фабрики по печати банкнот в городе Тайпо. Основанная в 1984 году, эта фабрика производит банкноты в гонконгских долларах для банков-эмитентов, выпускающих банкноты, таких как банк вышеупомянутый HSBC, Standard Chartered Bank Limited и Bank of China Hong Kong Limited. После завершения покупки в апреле 1996 года фабрика была переименована в Hong Kong Note Printing Limited. Данная банкнота принадлежит выпуску 2003-2009 годов. В этом выпуске было выпущено 5 номиналов: 20, 50, 100, 500 и $1000. Банкноты этого выпуска имели улучшенные защитные свойства, такие как глубокая печать, флуоресцентный дизайн с машиночитаемыми штрих-кодами, цветками баугини, напечатанными цветопеременной краской, проявляющимися под определенным углом обзора к источнику света, микропечатью, скрытыми изображениями номиналов и номиналами WOV, это цветопеременная типографская краска, и флуоресцентными защитными волокнами. Давайте поближе рассмотрим банкноту. Лицевая сторона. Основной цвет голубой. Главным изображением лицевой стороны банкноты является голова льва банка HSBC. В различных штаб-квартирах и филиалах гонконгской и шанхайской банковской корпорации, а позже и группы HSBC, есть пара бронзовых скульптур львов. Эти львы являются одним из ключевых символов банка HSBC. Настолько, что банк HSBC также известен в Гонконге как Банк Льва. Этих двух львов называют Ститом и Стивеном. Стивен был назван в честь Александра Гордона Стивена, бывшего менеджера в Шанхае, а в 1923 году главного менеджера банка, и Гордона Холмса Стита, тогдашнего менеджера в Шанхае. Стит – сидящий лев в своей спокойной, но настороженной позе. Тем временем, как рот Стивена открыт, как будто он вот-вот зарычит. Вместе они демонстрируют силу и безопасность, охраняя банк. Такая вот история, связанная со львом. В центре текст на английском и китайских языках, обозначение номинала, обещание выплатить предъявителю по номиналу, ниже, что банкнота выпущена по приказу Совета директоров, подпись исполнительного директора и дата 1 января 2009 года. Чуть левее скрытое стилизованное изображение цветка баугинии, напечатанное цветопеременной краской, проявляющийся под определенным углом обзора банкноты к источнику света. Стилизованный пятилепестковый цветок баугинии – основной элемент герба и флага Гонконга. По всей длине банкноты проходит полоса из повторяющихся микроцифр 20 с названием банка The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited на английском и китайских языках. Хочу заметить, что банкнота содержит большое количество микротекста, микроизображений и микроцифр. Номинал обозначен в верхнем левом углу. В верхнем правом углу цветопеременной OV краской, меняющей цвет от золотистого к зеленому под определенным углом обзора банкноты
банкноты по отношению к источнику света. Также обозначение номинала, повернутого на 90 градусов против часовой стрелки, едва заметного, наблюдаем в верхней части центрального узорного фона. В нижнем левом углу аббревиатуры и логотип банка. Правее от него традиционная китайская орнаментальная композиция, которая представляет собой совмещающееся изображение. Серийный номер черного цвета расположен вертикально в левой части банкноты нарастающим кеглем и в верхней части горизонтально. Оборотная сторона. Видно Гонконгскую гавань с высочайшей точки острова Гонконг Виктория Пик. Наибольшая высота 554 метра над уровнем моря. Попасть на вершину можно разными способами. Пешком, по автодороге, а среди туристов большой популярностью пользуется фуникулер, который тоже здесь изображен. Пик-трам – гонконгский фуникулер, соединяющий центральный район с пиком Виктория. Название фуникулера произошло от соединения английских слов «пик» – вершина горы и «трам» – вагон. Мы видим головной вагончик с машинистом и пассажирами. Фуникулер был открыт в мае 1888 года. Архитектурное сооружение, которое мы видим позади вагончика, это Пик Тауэр, торгово-развлекательный комплекс, расположенный в районе Виктория Гэп. Недалеко от вершины пика также находится верхний терминал фуникулера Пик Трам. Пик Тауэр расположен на высоте 396 метров, на 156 метров ниже вершины пика Виктория. Наверху, на крыше, расположена смотровая площадка Sky Terrace 428. Очень подходящее место для обзора и фотографирования уголков Гонконга с высоты. Рядом с архитектурным сооружением стилизованный цветок баугинии, символа Гонконга. Еще один расположен в левой части банкноты. Рядом расположена традиционная китайская орнаментальная композиция, представляющая собой совмещающееся изображение. В верхней части почти по всей длине проходит широкая полоса, состоящая из повторяющихся микроузоров, на которой нанесена аббревиатура банка HSBC на китайском и название банка на английском и китайских языках. В нижней левой части логотип и аббревиатура банка на английском. В правом нижнем углу расположилось цифровое контурное обозначение номинала 20, повернутого на 90 градусов против часовой стрелки. Под ним мелким текстом «Копирайт» – авторское право на банкноту, принадлежащее банку HSBC с 2003 года. На оборотной стороне банкноты размещена голографическая сегментированная защитная нить шириной 4 мм, на котором нанесено изображение цветка баугини и надпись HK20. На просвет нить выглядит сплошной с микроизображением баугинии и микротекстом HK20. Также при просмотре банкноты на просвет видна сплошная защитная нить. Водяной знак, изображение штаб-квартиры HSBC и номинал 20. Размер банкноты 143 на 71,5 мм. Материал – бумага. При помещении банкноты под ультрафиолетовый свет становятся видны следующие особенности. Лицевая сторона светится машиночитаемый штрих-код, номинал 20 и волокна. Оборотная сторона светится только волокна. По каталогу Пика Краузе данная банкнота определяется под номером 207F. Это последняя разновидность, выпуск 1 января 2009 года. Такое у меня было сегодня пополнение. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. С вами надолго не прощаюсь. Всем желаю здоровья, добра, успехов и хороших пополнений в коллекцию. До новых встреч!